Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете наши эфиры, теперь уже и прямые эфиры с Павлом Щелиным. И прямо сейчас, 25 августа в 18:34 мы на связи. Павел, приветствую вас. Приветствую, Александр. Друзья, всем большое спасибо, что поддерживаете добрым словом в комментариях, лайком, конечно же. Подпишитесь на Павла Щелина и на YouTube, и на Patreon, и в Telegram. Все ссылки в описании. Обязательно отметьтесь под этим видео. Сегодня на самом деле будет очень специфический эфир. Он навеян и продиктован, конечно, вчерашним Днем Независимости. В общем, будем говорить об Украине и о каком-то таком новом дыхании вот того старого нарратива, который продвигают среди украинцев, когда поражение выдают за победу, когда, собственно, справедливый мир уже практически наступил, как сегодня выяснилось. В общем, поговорим, обсудим и увидим, попытаемся рассмотреть перспективы дальнейшие. Два слова о формате эфира. Вы непосредственно можете в нем поучаствовать. QR-код, который видите на экране, это возможность задать вопрос, сессию вопросов и ответов. Мы начнем с этих вопросов. Также закрытый клуб в телеграм-канале Шелест, там тоже есть такая функция. И заблаговременно, конечно же, вопросы в сообществе YouTube. В сообществе YouTube, милости прошу, оставляйте заранее. Ну и чат трансляции, ему тоже уделим в самом конце время, поэтому досмотрите до конца и приготовьте свои вопросы в чате трансляции в финале нашего сегодняшнего разговора. И, конечно же, значит, опрос сегодняшнего эфира. Он звучит так. Что из перечисленного вы лично готовы защищать ценой лишений и даже собственной жизни? Это опрос среди вас, уважаемая аудитория, и в конце мы подведем итоги и примерно поймем, да, вот с кем мы в прямом эфире общаемся и каким образом вообще выглядит ответ на этот вопрос. Варианты. Страну, государство, родной город, дом. Ну вот такая нисходящая история. Я хотел бы, вот впервые, наверное, я обычно переадресую там, спикеру, да, собеседнику непосредственно этот вопрос. Но сегодня я хотел бы по-другому его переадресовать. Павел, а правда сейчас это важно на 4-м году войны понимать, а что ты защищаешь? Страну, государство, родной дом, город или свою семью? 4-й вариант ответа. Вопрос действительно хороший, Александр. Он актуален, мне кажется, и на первый, и на второй, и на третий, и на четвертый, и на 25-й, потому что год войны, потому что он затрагивает самую базовую, собственно, проблему, а именно проблема реальности, существования той или иной идентичности, которая проявляется, вот, собственно, в таком опыте предельного действия. Другими словами, если нету некой критической массы или некой меры готовых людей, готовых защищать ту или иную, скажем так, идею, то в строгом смысле эта идея в реальности не воплощена и не присутствует. Это всегда некое динамическое равновесие, то есть идеи могут затухать, умирать, проявляться. И тем не менее, для нас, наблюдателей, собственно, она становится видной только вот в момент, когда так или иначе эта идея воплощена в действиях или бездействиях людей. И, собственно говоря, поиск вот этого динамического положения, да, то есть мы с вами говорили много раз, что в строгом смысле границ в истории не существует, существуют только фронтиры, то есть подвижные границы. Вот эти подвижные границы, они и есть в каком-то смысле производная от готовности некой массы людей совершать предельные выборы в пользу той или иной истории. И здесь очень важный аргумент, что нужно различить. Люди могут, скажем так, жертвовать собой, на самом деле, какая-то масса, какое-то число, в пользу абсолютно любой идеи. Истинной, ложной, реальной, нереальной, химеры или не химеры. Ну, условно говоря, можно себе представить людей, которые за идентичность эльфа будут жертвовать очень там вполне себе жизнью. Ну, феномен там ролевиков. Я утрирую, но смысл в том, что вот здесь критерий истинности для нас не проявится. То есть истинности самой идеи. Это будет истинность проявления идеи,
То есть она реально по своим последствиям, да, то есть знаменитая теорема Томаса. Если какое-то количество людей во что-то верит, то это реально по своим последствиям, да. Вот она, собственно, здесь она и происходит. Но второй пласт не менее важен, заключается в том, то, что если истинная идея на длинной дистанции приводит к жизни тех, кто за ней идет, то ложная идея на длинной дистанции обязательно, неизбежно и вопреки всем декларируемым намерениям приводит к смерти. И вот, собственно, выбор между жизнью и смертью, явление жизни и смерти, это очень хороший прикладной способ понять, а вот та идея, за которую вы идете, на алтарь, тот Бог, на алтарь которого вы приносите жертву себя и своих, и окружающих, он истинный или ложный. Вот примерно. Почему страны и целые народы иногда выбирают смерть? Вот это прекрасный вопрос, который очень сильно противоречит, на самом деле, нашим интуициям и очень многим положениям заложено и в философские базы современности, и в современность как таковую, которые по умолчанию, ну, допустим, тот же самый Гоббс по умолчанию пишет, что вот жизнь — это тоже единственная безусловная ценность, которая, так сказать, на основе которой можно строить общество. Ну вот мы эмпирически видим, то есть в опыте видим, что это действительно не так. То есть есть главное, мне кажется, большое открытие для нашей, скажем так, среды экспертной, необходимость, которая возникла перед нами, это потребность осознать и включить в инструментарий анализа вот этот феномен мортальности, то есть феномен выбора действий, которые активно ведут к смерти. И здесь у нас философский язык на самом деле отпадает очень сильно. Не то, что отпадает, но становится, если угодно, менее применим даже. То есть сложно говорить о рациональности, сложно говорить даже, ну, либо мы должны уйти в такие серые зоны философии, там, я не знаю, мартида, либидо, вот условно такого фрейдизма, который уже, словно говоря, философия не является, либо просто пойти прямо в теологию, ну, в теологические языки, на теологическом языке объяснить, что свобода воли, дорогой мой Александр, по принципу из Высоцкого, потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь, вот тут человек обладает свободой воли выбирать вниз. Собственно, это, наверное, одна из фундаментальных особенностей нашего человеческого проявления. Здесь же мы можем вспомнить православное представление о зле, да, и смысл православного представления о зле в том, что зла нет. В строгом смысле этого слова. То есть оно лишено своего бытия. Онтологически зла нет. Но оно есть как проявление свободы воли человека или духа. И вот эта плата за свободу воли, она, подобно тому, как может повести наверх, она может привести и вниз. Но вот это именно волевое, скажем так, усилие, волевой выбор. И да, мы видим то, что вот люди способны выбирать вот этот выбор к смерти. Тогда возникает вопрос, почему этот выбор способен. Но опять теологический язык, старые добрые страсти. От популярных «да не буду лохом» до не менее известных «да не буду служить», жадность, алчность, гордость. Ну, все то, о чем писали святые отцы, это все уходит именно в эти истории. Но фундаментально, я бы сказал, на уровне больших масс, на уровне все-таки больших масс, о которых мы говорим, самые простые, гордыня и тщеславие. Если вы спрашиваете про конкретный тот пример, о котором вы, скорее всего, будем сегодня говорить, то есть незалежность и прочее, то, конечно, тот крючок, на котором стоит вся вот эта идентичность, которая приводит к смерти, это вот та самая гордыня и тщеславие. Да не буду служить, с одной стороны, то есть не буду служить москалю, если быть точным, но при этом вот тщеславие, как бы украиноцентричность сознания, да, то есть глобус Украины и все вот это прочее. И вот на этом сочетании рождается вот этот, скажем так, своеобразный организм. Вы знаете, очень много подброшено таких, Мгм. казалось бы, абсолютно пиарных, таких пафосных, но таких важных, я считаю, с точки зрения понимания, что будет вообще дальше происходить с Мгм. Украиной вещей, как раз-таки во время Дня независимости, ну и сегодня там Зеленский отметился тоже. Про Европу, деньги, финансирование мы поговорим отдельно, это прям очень интересный момент, да, как вообще по-европейски это все выглядит, я имею в виду продолжение войны, справедливый мир и так далее. Ну давайте сфокусируемся на новом представлении о том, какая роль Украины. Вот мы даже с вами неоднократно в наших беседах
ну, сталкивались с этим вопросом. А зачем Украина нужна? Даже вы, я помню, в одном из эфиров философски, ну, так скажем так, риторически вопрошали. Ну вот, зачем нужна? Вот со вчерашнего дня есть ответ. Украина смогла примирить, объединить, не примирить, объединить Европу и США. Украина вот вообще в центре, да, вот связки вот этого клубка, это эти такие, знаете, эхо Вашингтонского вот этого обкома, когда приехали лидеры, когда вот страна может за один день собрать там пол цивилизованного мира и отправиться в Вашингтон. Это вот, собственно, вчера говорил Зеленский. То есть суть в том, что Украина как ну, скажем так, которая не победила. Это ведь тоже философское понятие. Значит, Украина не победила, но она уже не проиграет. И этим самым объединяет США и Европу. Ну, чем не светлый образ, зачем продолжать упорно воевать дальше, бороться и не договариваться? Дорогой Александр, я, конечно, простите, не специалист Кащенко, поэтому я не могу комментировать вот эту глубину, скажем так, мысли, высказанные вами, процитированные вами. Но вопрос, зачем нужна Украина, в принципе, ответ действительно дан. Это вполне не риторический вопрос, он вполне историосовский. Украина нужна, чтобы убиваться об Россию. Никакой другой цели у нее нет. И, собственно, за всеми высказываниями самих украинских политиков и европейских политиков стоит вот эта очень простая мысль, что Украина нужна, чтобы было кому умирать об Россию. Вот понятная, простая, четкая цель. Другой вопрос, можно спросить, подписывается ли население этой земли под эту историю. И правильный ответ, ну, частично подписывается. В той мере, в которой они разделяют вот эту украинскую идею, они под нее подписываются, потому что, конечно, другой украинской идеи нет. Заметьте, ее не было в XIX веке, ее не будет в XX веке, ее не будет в веке XXI. Ничего, кроме цивилизационного. Поверьте, это можно обставить очень красивым языком. Например, льстя, я могу вам сказать, ну вы бастион на пути азиатских варваров. Вы бастион, который останавливает орды гунов, ведущих в Европу. Переводя на прикладной язык, пожалуйста, убивайтесь, вот нам от этого будет очень приятно. Да? То есть, ну, это вот цельная идея, цельный нарратив, он, в принципе, по этой логике выстроен. Что в обмен получаете? То есть, как построен этот символический капитал, символический обмен? Вы платите всем, ну, жизнью, пределе, причем общей жизнью, опять-таки, я это говорю сейчас даже не одновременно теологически, но одновременно прикладной. Сравниваем население 91 года с современным населением, рождаемость 91 года с современной рождаемостью, и как бы несложно понять, что на продолжении этой истории, ну, заканчивается это все схлопыванием в такой черной точке, в черной дыре. Но что вы получили в обмен за все эти в прикладном смысле и в прямом и переносном смысле жертвы, ту самую гидность. Давайте прямо говорить. Вот эта гидность, которая... Но при этом эта гидность тоже, вот этот поразительный момент, который в этой, скажем так, схеме, ну, действительно является каким-то непонятным для стороннего наблюдателя, что эта гидность, она, как бы, понимаете, манихейская. Да? То есть манихейская, то есть гностическая. То есть она построена на двух, казалось бы, противоречивых суждениях. Это одновременно статус раба относительно белого господина, то есть полное отсутствие какой-либо гидности. Ну, давайте прямо говорить, колониальное управление. Мы можем огромное видеть вот это, скажем так, столкновение украинцев с европейским опытом жизни. И мы, вот, допустим, видим, как к украинцам сейчас начали массово относиться в Польше, в Германии. Ну, мягко говоря, не очень дружелюбно, да, то есть очень вульгарное, мягко говоря, описание этих процессов идет, да, я не буду говорить. Но это воспринимается нормально, заметьте. Очень важно, что это не вызывает чувства внутреннего протеста со стороны, ни внутри Украины, ни со стороны иммигрантов. То есть, с одной стороны, вот это, казалось бы, это, кстати, хорошее наблюдение, да, особенно судя по последним новостям из Польши, ну, из Германии чуть раньше, да, из Польши сегодня, вот прям, это прям такое наблюдение. Очень, очень важно, когда Навроцкий фактически дает бой бандеризму. Бандеризму. А это же как бы фундамент того, вокруг что строится. Не, ну давайте прямо говорить. Большинство украин, не то что большинство,
и, по крайней мере, понятно, что интернет не идеальная выборка, но я довольно много видел тиктоков и прочих, где украинские женщины жалуются на то, что в последнее время на улице к ним чаще всего подходят с обращением, начинающееся на букву «К» в Польше. И это... Главное то, что это воспринимается как то, на что поляк имеет право. Вот заметьте, тут важна не позиция конкретно, а то, что вот в украинском сознании пресловутая гидность. Но если это сапог белого господина, то это нормально. Но тогда же какая гидность-то? А единственная гидность – это не быть москалем. Я прошу То есть прощения, сейчас вы продолжите, мы сейчас об этом поговорим. Ярчайший пример, это же продолжение следует. Сегодня очередные новости, аналитика. Вот этот концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, где с флагом бегали белорусы и украинцы. Значит, 6 белорусов выслали, депортировали за вот эту демонстрацию, и сколько там, 50, в общем, больше гораздо украинцев. И сегодня пришел материал, такая аналитика, что елки-палки, так фактически всех украинцев и выдворили. А что говорит украинский посол? А что говорит украинское общество? А что говорят, ну, вообще, вот эти лидеры мнений, которых, ну, по идее, смотрите, да, они не правы, но их же надо защищать, находясь за рубежом посольству, а этим не занимаются. Это вот то, о чем вы указали. Получается, ну они же имеют право, они же в Польше, у них такие законы, мол, прислушивайтесь под белого господина. А правда, а где гидность? Точно? Только чтобы не быть москалем? А единственная гидность – это право гнобить москаля. Единственная гидность, которая даю, и право то, что тебе белый господин будет хлопать по плечу и усиливать в твоей гидности за гнобление этого самого москаля. Поэтому можно сносить памятник, навешивать бюсты Циолковского, Мечникова и Павлова в Одесской академии, в университете Мечникова. Ну, в целом, то есть, понимаете, то есть нужно найти в этом, когда работать семантически, нужно найти абсолютную касту неприкасаемых, да, то есть в данном случае это выступает москаль, и за гидность подняться буквально на одну ступенечку повыше этого статуса, то есть за то, чтобы белый господин выписал тебе билетик, что вот ты не вот это неприкасаемый, а ты просто на одну ступеньку повыше, собственно, приносится начинается вот это раскручиваться жертвенный механизм. Вот, собственно, вся идея украинской незалежности на данный момент, на уже, простите, эмпирически воплощенная 30 лет, она только об этом, ничего другого в ней нет. И найти ничего другого в ней не будет возможно. Поэтому невозможно будет придумать там никакую другую Украину, прямую Украину там и прочее, к сожалению. Потому что на длинном векторе любая Украина встанет вот этот вопрос о гидности, встанет вопрос об идентичности и встанет вопрос о необходимости позиционировать себя вот в этом большом пространстве. И получается то, что единственный способ для самоактуализации, самоутверждения – это продажа буквально всего за то, чтобы весь остальной мир дал тебе бумагу о том, что ты вот не являешься абсолютным, скажем, абсолютно неприкасаемым злом. Да? Поэтому это, кстати, важно в этой картине мира, чтобы вот это абсолютно неприкасаемое зло было этим абсолютно неприкасаемым злом на внешнем контуре. Поэтому очень важно в истории нарратива постраивать вот этот тезис «весь мир с нами», международная изоляция. Но опять, вот это, то есть придержание вот этого статуса. То, что реальности он не соответствует, это уже как бы всем наблюдателю понятно, но вот украинской системе это, разумеется, не мешает, потому что это, ну, условно, это догматы, они принимаются на веру или не принимаются на веру. Вы присылали очень интересное, конечно, видео про вот стояние на коленях тоже, да, вот это гениальная биполярка, потому что, ну, все мы знаем кадры из Украины, где, собственно, стояние на коленях стало частью повседневной рутины, в буквальном смысле повседневной рутины. И там, конечно, перл на перле. Какой-то анархизм, какая-то свобода, право высказать мнение, право выбирать. Но, опять-таки, давайте посмотрим, как это работает семантически. В каком-то смысле, да, можно высказать любое мнение, если оно гнобит москаля. Вот полная абсолютная свобода, ну, до тех пор, пока ты, условно говоря, гнобишь этого самого москаля, ну, или отрицаешь, условно, все русское. При этом есть другая фундаментальная фигура умолчания в этой истории, вот, которая, собственно, и ломает весь этот консенсус, это фигура ухилянта. Потому что ухилянт, он как бы не москаль, но он и вот не гидность. И вот это бинарное положение ухилянта, собственно, и ломает всю вот эту красивую пропагандистскую картину, на самом деле. Потому что, в принципе, уже, ну, условно говоря, просвещенный западный
Человек, обыватель, ну да, они такие, ну, русские же не такие плохие, поэтому да, конечно, они в их адрес, по сути, выступают полными, скажем так, угнетателями, ну, они же их раньше угнетали, поэтому это как бы взаимозачет происходит. Но вот Сухилян там так не работает. Потому что вот сложно говорить о свободе, когда у вас 3-метровый забор на западной границе, да, и люди гибнут каждый день в попытках пересечь эту самую черту. И приходится опускаться, когда, ну, приходится опускаться до мер, ну, от которой, вот тоже, заметьте, поразительное сочетание. Одновременная полная колониальная администрация и одновременно какой-то внутренний вот этот кунтовский действительно тоталитаризм, когда, по сути, ну, все мужское население помещено вне закона, той или иной меркой. Да, это я про недавние принятые законы об уголовной ответственности, что как бы ты выехать можешь, но, по сути говоря, автоматически становишься, получаешь уголовную ответственность. То есть тоже очень интересная семантическая конструкция, то есть такое царство свободы, которое одновременно и необходимо является концлагерем. Потому что оно, если не будет являться концлагерем, то из него все разбегаются. Тоже, да. То есть это поразительное тоже сочетание. Мы построили такое идеальное, свободное, в кавычках, общество, из которого все сбежать хотят. То есть тоже, мягко говоря, возникает противоречие. Ну вот в таком состоянии действительно украинская идея в своем воплощении пришла к этому 25-му году. Почему это, ну, можно сказать, толерируется, да, ну я не это слово хочу сказать, подхватывается, прям произносится, прямо вот декларируется и артикулируется лидерами, ну вот закавычем, условного этого западного мира. Я, если честно, до сих пор не понимаю двух позиций. Позицию первую. А что произошло с премьер-министром Канады? Что это такое? Ну, во-первых, он выходит, говорит, Россия там слаба, Путин в изоляции, Трамп, помоги коалиции желающих, мы вот все вместе победим, будем выделять, вот выделим 500 миллионов на закупку оружия. Сегодня шведы и немцы, ну, там, министры, да, министры шведы, вы выделим там на следующий год 8 или 8,5 миллиардов, то есть нормально. Но особенный какой-то, не знаю, раш приобретает вообще министр финансов Германии, который сегодня у Зеленского, и говорит, мы выделим 9 миллиардов, ну вот на следующие 2 года. В следующем году 9, и потом через еще 1 год 9. Мы будем выделять, мы там, Путин пускай смотрит, мы не отступим, мы будем поддерживать. И ровно вот в этот же период, там буквально несколькими часами ранее, выходит Мерц и говорит, родненькие, немчики, родные, как это, бюргеры, да, вот, все, Германия заканчивается как социальное государство. Ну, так перевели, да, вот социальное государство, имеется в виду государство, в котором есть много социальных льгот, благ и так далее, и так далее. Ну, немцы должны задать откровенно простой вопрос, когда в информационном пространстве появляется поддержка 9 миллиардов плюс 9 миллиардов на войну в Украине украинцам, и урезаются вот то, чем славилась Германия, ну, комфортом, жизнью, социальной поддержкой. А этих вопросов не задаются. Все, как заведенные щелкунчики, тарахтят зубами одно и то же. Почему? Ну, есть простой психологический ответ, есть историосовский. Простой психологический ответ, вот, ну, опять, принцип «я не лох» или, если угодно, квартализация мирового политического мышления. Ну, смотрите, для европейских политиков конкретно этих, их же этика построена на этике безответственности. Они не должны ни за что отвечать. Признать факт своего поражения они не могут. Поэтому дальше происходит в анекдоте про Вовочку. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть. Вот это примерно происходит ровно по этой самой логике. Для них, давайте прямо сформулируем, очень хорошо это сформулировал вот здесь такой британский аналитик Кристофоро. Вот он хорошо сформулировал, надо понимать, что европейские лидеры в рамках их картины мира, той картине ценностей, той картине воспитания и пути, которые прошли они за 5 лет, с гораздо большей готовностью и радостью увидят полностью уничтоженную до останнего украинца погибшую Украину, чем признаются в промежуточном поражении. Для них это вопрос, ну, личного статуса, личного мировосприятия, личной этики. И давайте прямо говорить, огромное количество украинцев прекрасно эту логику разделяет, понимает и сама готова. То есть лучше до останнего, чем, ну, признать свое поражение на данном этапе.
Вот. При этом, конечно, что вот эти суммы, о которых говорится, они на самом деле даже в сравнении с теми суммами, которые были, уже смешные. Да? Заметьте то, что материальная составляющая продолжает падать, но вот эта символическая составляющая, она остается, и она никуда уходить не собирается, и боюсь, что из этой воронки в строгом смысле-то выхода нет. Сколько бы там ни рассказывали, знаете, свидетели договорничка, то, что это победа, это мы договоримся, есть, скажем так, непререкаемые обстоятельства, которые не позволят вырваться из этой петли. И, собственно, сейчас мы вот первую часть эфира ровно о них и говорим. Главная причина петли психологическая, что как ты ни крути, если ты поднимаешь вопрос о выходе из этой петли, то тогда тебе нужно критически посмотреть на весь предыдущий путь. Но тогда это такой момент самокризиса, да, такой момент гибели, то, есть, во-первых, должна умереть идентичность в строгом смысле. То есть, по сути говоря, сейчас перед населением Украины стоит выбор. Либо будет жить украинская идея, либо будут жить они. Но для человека отказаться от смерти идеи – это очень неприятный, мягко говоря, этап, который предполагает, по сути говоря, смерть символическую. Ну, подобно тому, смотрите, в православной традиции в крещении умирает ветхий человек и рождается новый. Мы, конечно, концентрируемся на радости рождения нового человека, но вообще-то предшествует ему смерть ветхого. Но вот по этой же самой метафоре смерть ветхого человека – это очень психологически неприятный момент, особенно для нашего гордого сердца. Опять, тот самый «я не лох». Это же тебе надо признать, что до этого лохом. Да? И вот в этой картине оно все начинает разворачиваться. Это я вам предложил такой простой достаточно ответ. Есть ответ еще более простой, прикладной. Повторюсь, европейских лидеров прекрасно устраивает картина, когда вот до останнего украинцы воюют с Россией. Пока они воюют с Россией, можно собираться на форумы, можно капать на мозги Трампу, можно использовать это как карту в своих разных играх. Можно, в конце концов, в Европе разные вещи делать, которые они делают там. Опять, вот эти всю разные группы. То есть их полностью устраивает картина, в которой украинцы все до последнего умрут на Восточном фронте, останавливая орды гуннов. Вот тут товарищ нам все прямо сказал, молодец, что называется, что на сердце, то и высказал на языке. Ну и третий, повторюсь, уровень, это вот такой, конечно, большой историосовский. Этот большой историосовский уровень в том, что вот эти западные ценности, они, конечно, всегда предполагались для своих, да, то есть, а вот не своим, отведено две роли. Роль биодрона, да, и, то есть, вот это самая роль, да, то есть, ты не субъект, но и ты можешь, если ты за наши интересы готов, условно говоря, погибнуть, мы тебя похвалим и воздадим тебе символическую хвалу. Важное замечание. В наших с вами эфирах и в комментариях, конечно, таких людей немного, но они есть. Критики Павла Щелина. Да. Заблуждение его прежде всего в том, что как бы не принимает Павел Щелин, что Европа украинцев может принять за своих и принимает за своих. Почему это не принимает? Так? Если как по-простому, потому что, во-первых, в описи мы это видим, а во-вторых, потому что фундаментально оно так и работает. Зачем это нужно делать? То есть есть восточный варвар, есть восточный индеец, который готов умирать в борьбе с другими, скажем так, варварами. Поэтому это хороший индеец, хороший варвар, вот он, собственно, и умирает. Нет, пожалуйста, главная эта причина фундаментальная, простая, вера. Потому что варвары православные, если в этой логике, да. А если смотреть глубже, то исторически все очень просто. Поймите, настоящая Европа, она и внутри себя там многих не принимает. Понимаете, для немца или француза поляк не европеец. Поэтому Европа же построена на вот этих, скажем так, иерархических, если угодно, ценностях, где в сердцевине лежит империя Карла Великого. Вот там европейцы, а империя Карла Великого – это Бенилюкс, Франция, Северная Италия, Германия, Австрия. Все. А дальше уже начинаются вот эти several, даже это в языке было, знаете, Европа многих скоростей, или многоуровневая Европа, как они называют. Но на самом деле Европа очень четко стоит по этой иерархии, потому что там балканцы тоже так себе европейцы, то есть по-настоящему нет. Но украинцы это же вообще дикое поле, потому что, конечно, какие они украинцы, русские, это русские просто которые мы научили использоваться против других русских. То есть украинцам это будет очень неприятно, но фундаментально на глубинном уровне к ним, разумеется, в том числе нет никакого доверия, потому что, давайте
прямо говорить большую часть своей, по крайней мере, свежей исторической истории, украинцы вполне себе вместе с русскими ходили в эту самую Европу и не давали установиться большому красивому европейскому рейху при Наполеоне, при Гитлере, и вот теперь опять тоже, и, собственно говоря, из Украины опять рейх не начал, опять этот рейх, скажем так, переживает не лучшие времена. Поэтому вот эта память никуда не осталась, и здесь вот это вопрос разницы фундаментального восприятия. А в этом плане, конечно, предложение пакетно-украинского националиста, по сути, говорит, да, мы принимаем свою историческую вину перед Европой за то, что раньше мы были русскими, а теперь мы как бы, умирая и убивая против русских, становимся европейцами. То есть они верят в это. Но тут, знаете, я могу даже согласиться, наверное, для какого-то очень маленького числа эта мечта, может быть, и реализуется. Но очень для маленького числа, в индивидуальном порядке. Это вот очень интересная грань, которую вы подсветили. Историческая вина, что мы вот раньше были русскими. Слушайте, ну это сильно. Ведь многими, вот кроме вот этих пороков, которые вы перечислили выше, да, там, алчность, вот это все, ну, то есть комплект, да, ведь чувство вины – это же серьезный мотиватор. Чувство вины – серьезный мотиватор двигаться дальше. И, судя по всему, элиты, они ведомы и этим тоже. Это обратная сторона вот этого желания получить билетик. Ну, то, что я сказал. То есть вот мы тебе дадим билетик, что ты не он, но за этот билетик вот там цена, там, не знаю, 1 миллион людей. Вот примерно в такой логике. То есть какая-то есть мера пропорция, но по моему уже, тут уже, извините, личный опыт, по-настоящему даже те, кто думает, что купил билетик, в круг элит не входят. Ну, потому что в настоящий круг элит, чтобы войти, это уж, простите, надо и родиться в правильной семье, и посетить правильные острова, и прочие истории. Вот тогда билетик индивидуально получить еще как-нибудь можно. Но вот в таком виде, как люди воспринимают, нет, конечно. А вот эта украинская мечта, что говорю, Европа примет нас как своих, ну, смотрите на дела их, что называется, да, по плодам их узнаете их. Вот это, повторюсь, именно европейская мечта, ну, давайте прямо, Украина же самая выдающаяся в этом контексте из постсоветских стран, ну, такой катастрофы, как в Украине, давайте прямо говорить, в плане населения, промышленности страны нету. И повторюсь, это же не началось задолго до 2014 года. То есть это же началось задолго до 2014 года. И разрушение экономики, и падение вот этого населения беспрецедентное в сравнении с другими даже, опять-таки, я не беру там азиатских, стран Средней Азии, но даже если сравнивать темпы падения, все равно были самыми большими на постсоветском пространстве. То есть у этого есть очень большая цена. Но, опять-таки, если мы находимся вот в такой, скажем так, не включаем свой этический компонент, включим его позже, то вот этот механизм вот этого, скажем так, символического капитала так и работает. Вот это надо заплатить, чтобы получить вот этот ресурс. Угу. Давайте рассмотрим третью сторону. Вообще непонятно сейчас, как это, участвующую или не участвующую. Значит, буквально несколько, я знаю, вы не очень любите особенно вот эти вот там цитирования, интервью. Давайте обобщим. Значит, День независимости. День Победы прям, слушайте. Прям День Победы вчера был. Прям вот не хватало вот этого всем известного марша, вот это все. Праздник со слезами на глазах. День независимости вчера. Лучшее ПВО, да. Слушайте, вообще Келлог. Лучшее ПВО в мире. Вообще Сырский принес там в клювике 3 села, к вечеру 4-е добавили. Смотрите, мы отбили 3 села, 4-е вот еще. То есть все сложилось, и этот премьер Канады вчера. Сегодня как бы продолжается эта история. Сегодня тоже приходят деньги от партнеров. Тоже всегда приятно получать миллиарды на следующий год. Смотрите, параллельным курсом вчера Венс говорит нечто. Говорит, в принципе, это завершение войны, это вещь такая. Это все не сразу. Но не позднее, чем через полгода война закончится. Отличный прогноз Венса. Плюс он добавляет туда историю о том, что Зеленский же против, чтобы Россия давала какие-либо гарантии безопасности, а Венс четко говорит, без России и без российских гарантий безопасности не получится ничего. Но он примерно понимает и дает свой срок. Келлог, лучший в мире ПВОшник, да, он получивший награду, и сразу же, это же тоже
как бы журналистская тоже история. Сразу подняли всех, кто Ярослава Мудрого за заслуги получал в Украине, и там такие интересные личности, такая классная компания у Келлога, и Каддафи, и, в общем, много всех. Он сегодня на молитвенном завтраке, очень специфическом мероприятии, спародированном у американцев же, говорит, ну, слушайте, к следующему Дню независимости закончится. Сегодня, вот буквально во время нашего с вами разговора, это прямой эфир, друзья, 19:08 по Киеву, Москве сейчас, выходит Трамп и говорит о том, что, слушайте, это вообще вся война, это личностный конфликт. Ну, условно, да, двух Владимиров. Ну и тоже, в общем-то, как бы разрулим между ними, и все. Но многие наблюдатели оценивают, что вот эта вся история, а давайте Путин и Зеленский встретятся и поговорят, Трамп и тут как-то вот, ну, как бы дает заднюю. Ну, вот пускай они поговорят. А я вот, когда нужно будет аплодисменты получать, мы я обсуждали подключусь. это все. Вопрос главный. Поменялась ли позиция Соединенных Штатов Америки концептуально по завершению войны? Потому что слово Нет, «справедливый мир», «завершение войны» звучит все чаще. нет, их как позиция не менялась, так и не будет меняться. Мы эту позицию обсуждали еще год назад. По-моему, ровно с вами вот почти год назад в этом эфире. Это называется вьетнамизация. То есть, повторюсь, есть пиар сопровождение, есть история, которую рассказывают. Есть абсолютно, конечно, несочетаемое вот это разброд и шатание в рамках одной администрации. Ну, это, заметьте, там 3 сентября сильно раньше, чем полгода, но как бы в течение полугода, да, то есть это все вот эти вещи. Все уже забыли, да, про ультиматум на 50 дней к 3 сентября, точно так же, как все забыли про 24 часа, потом про 100 дней забыли, потом про 180 дней забыли и так далее и тому подобное. Причем современная медиасреда с памятью бабочек-однодневками, конечно, позволяет очень многие вещи делать. Но если говорить серьезно, американская стратегия на самом деле не менялась, она уже начала при демократах переходить на эту же самую рельсу. Смотрите, люди мыслят сценарно. Глупо думать, что у нас у всех там куча рациональностей, которыми нам доступны для оперирования. Если брать те же самые США, у них не так много сценариев, которыми они обладают. У них есть сценарий удачной войны. Это, скажем так, в старой версии поход Шермана на Атланту, то есть огнем, и, ну, знаете, пушками, просто снести все, сжечь и заставить капитулировать врага. Но в современной версии это такая буря в пустыне. Быстро, красиво налетели, всех разбомбили, мы молодцы, режим сменили, все. Кстати, нам памятник и, пожалуйста, золотишко заберем с собой. А если идет не по этому плану, то включается единственная методичка, которая у них лежит с 70-х годов, это план где-то работы Киссинджера. Собственно, та самая вьетнамизация. То есть поэтому в рамках вьетнамизации главное, что сделать, что несмотря на то, что мы эту кашу заварили, и это полностью наша война, сделать вид, что вообще это мы не при делах, мы тут вообще третья сторона, мы вообще посредник, где наша Нобелевская премия мира, и, пожалуйста, можно нам еще оружие продавать. А вы как-нибудь на самоокупаемость переходите, а так мы, конечно, с вами, сильнее всех с вами, и вы вообще победили. Можете почитать, какие дифирамбы американцы пели в Южному Вьетнаму. Это просто какая-то слезы на очах начнут течь, вот прям животворящие степени этой самой поддержки. Но с точки зрения США, повторюсь, у нас это professional just business. То есть у них задача сейчас полностью убрать убытки из этой истории, то есть что они активно и делают. И, ну, вот коллективно, да, то есть прослеживается общий вектор, но при этом, опять повторюсь, убирая убытки, ну, продолжает наносить максимальный ущерб всем своим врагам в идеале сразу. Да, то есть, вот повторюсь, там никто не собирается, условно говоря, уступать ничего России, поэтому там, условно, позиция Келлога и прочих. Никого не волнует в строгом смысле Украина. Опять-таки, если более важна была, и помните, за последние 2-3 недели у нас был очень интересный твит дочери Келлога. Не знаю, помните вы его или не помните, где она, по сути, сказала, что ухилянт не человек, и вот достань его украинца, это и есть моральная позиция. Это и есть моральная позиция. Я не его не подобрал, но, может быть, поставите в описании, там, ну, примерно в этих словах. Я не сильно даже перефразировал. Ну, там вкратце смысл в том, что я не могу понять, то есть мужчина, который отказывается защищать свою страну в момент войны, не имеет права никакого на сочувствие, так что хватит прислать мне видео бусификации, так им и надо. Вот это примерно... Ну, это примерное содержание, я на полном серьезе. Кстати, хорошее объяснение вот той самой логики. То есть суть украинца убиться в Россию. Никакой другой задачи белый господин для него, собственно, и не видит, и поэтому чего вы жалуетесь, под это и подписались.
Вот. А со сроками очень характерен именно сам вопрос. То есть нет официальной командной позиции. Да? То есть у каждого свое представление о реальности, каждый его озвучивает, но единственный общий вектор, что США последовательно ведет курс на вьетнамизацию войны. А вьетнамизация – это перевод на это все на самообеспечение, чтобы США получили только прибыль, и это не было бы поражением США. Вот они решают, собственно, эту задачу. Сейчас это усложняется, конечно, личным представлением Дональда Трампа о реальности, да, то есть оно очень специфическое, в каком-то смысле не очень отсутствующим историческим мышлением, вот эта идея, с ощущением вот этого бизнес-пиарщика, бизнес-девелопмента, поэтому просто два Владимира сядут, перетрут. То есть вот как это, плоды от лекции Монпориджа закончились. Что можно сказать? Вот у человека все, запал вышел, надо новую, скажем так, историческую лекцию проводить. Не закончились. Это сегодняшний Трамп. Вот мы же в прямом эфире, и вот в прямом эфире не закончились. Говорит, визит Путина на Аляску свидетельствует о том, что президент России стремится к урегулированию, считает Трамп. Он с прошлого раза, да, понедельника, он регулярно с ним общается. Очень хорошие разговоры, каждый из них хороший, все замечательно. У Трампа же всегда все хорошо. Мы что? Мы не тратим деньги на Украину. Все. Вот так вот. То фактически, о чем вы сказали. Но примечательно, это же тоже, понимаете, это же какой-то, вы говорите, квартал 95, это же какой-то КВН, Павел. У него спрашивают журналисты, Дональд Федорович, а почему, собственно, Федорович, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским? Почему, как вы думаете? Он отвечает, потому что он его не любит. Все. Вы понимаете, после этого ответа, в принципе, дальше можно, не продолжать эту коммуникацию, и, в принципе, она не была продолжена, в том формате вопрос-ответ. Не любит Путин Зеленского. Давайте о России поговорим. Потому что Лавров же дал четче некуда. Говорит, значит, Россия, опять-таки, я вчера это назвал тоже подарком Зеленскому ко Дню независимости. Россия признала Зеленского. Она говорит, де-факто это руководитель режима, мы его признаем. Но подписи уже посмотрим, кто там будет более-менее легитимнее. Так, я просто, дорогой Александр, эта позиция России не меняется. Вот это нет. Вот это больше всего не понимаю. Россия же самый скучный участник для анализа во всей этой истории. Потому что она, что говорит на протяжении 2-3 лет, на протяжении года, она очень мало что меняется. Там, если что-то меняется, вот последний раз, когда что-то фундаментально изменилось, в июне 2024 года, с тех пор вообще ничего не меняется. А вот наша журналистская и новостная братья каждый раз вытаскивает новое заявление, как будто что-то новое произошло. Это полностью позиция России. Да, Зеленский де-факто глава, но подписывать он не может. Условно, Кейтель в свое время подписал капитуляцию, не будучи главой государства, то есть с подписями. В любом случае, понимаете, чтобы выполнить, Россия прекрасно понимает, чтобы выполнить те требования, которые она положила в основу своих подходов, Украине придется государство переучреждать, поэтому она особо никуда не спешит. Но при этом я говорю ничего нового. Вот эта позиция Путина по Зеленскому, она же не меняется. Он не легитимен как президент, то есть юридически с российской точки зрения, то есть легальности нету, но де-факто он глава. Хорошо, а как тогда подготовить вот эту встречу? Путин же как говорит? Да никак ее, никто ее не подготовит, господи. Я готов, но давайте подготовим. Подготовим. Опять-таки, мы с вами много раз говорили, давайте вот наш список требований, когда вы там дозреете его подписывать, я так и быть приеду и встречусь. Пожалуйста, вот подготовка. С дипломатической стороны, вот создадим рабочие группы, начнем обсуждение в рабочих группах. Когда ваше понимание достигнет этого состояния, тогда и поговорим. Вообще ничего не меняется, абсолютно скучно. Для России, почему она этот стамбульский формат создала, вот это идеальная возможность вести переговоры. Я напоминаю, что эти переговоры годами можно вести. Если что, для понимания. То есть вот эти переговоры в группах можно вести годами, пока они там стороны не дозреют, обстоятельства не изменятся, позиция не изменится. Но в России ничего не меняется. Когда Россия говорит, что для нее главное это не территориальные вопросы, все радуются, Россия отказывается от территории. Нет, это значит, что вопрос территории для России идет там в контексте июньского ультиматума. То есть вот 4 области, но главное потом вот это гуманитарное и прочее содержание.
условно говоря, вопрос о языке, вопрос о вере, вопрос о... Ну, то есть, как они формулируют этот дискурс защиты населения, ну, по сути, вопрос о смене идентичности. Эти, на самом деле, самые страшные требования, ну, для вот этой, скажем так, вот текущей украинской идентичности, которые требует Россия, они даже не территориальны. Давайте прямо говорить. Территориальная, да, это очень неприятно, это убивает там всю гордость, и никто под это подписываться не будет, но стратегически гораздо более для вот этой текущей модели антироссии требования, это, собственно, требование отказаться быть антироссией. Вот это уже на совсем никто в Украине пойти не может. Как только он на это походит, ну, это действительно как сегодня тоже, господи, из свежих новостей, статья в журнале «Таймс» с одним известным в кавычках волонтеров, где он там прямо говорит, что, по сути, кто подпишет, тот долго не проживет. Вот примерно такими прям словами называют. Это просто парадигма. В этом плане британская игра, заметьте, очень красиво. У нас там, с одной стороны, прекрасное интервью Залужного, который там просто, не знаю, божий одуванчик генерал, который вот идеальный президент, а с другой стороны, тот, кто подписывает, соответственно, расстается жизнью. Другое интервью. Вот как это соединяется, вот этих СМИ, это создает, конечно, поразительное сочетание, но поэтому-то и прогноз-то остается. То есть я думаю, то, что мы увидим в ближайшие полгода. Огромное количество всех вот этих пресловутых переговоров на переговорах за переговорами. Все говорят о мире. Главное, у всех огромный прогресс. Всем все нравится, у всех все хорошо, все довольны, отличные разговоры, вообще все конструктивно, все идет к миру, но давайте просто запомним простую вещь. В дипломатическом языке фраза «да, но» означает «нет, и пошел ты куда подальше». Я примерно понимаю в контексте нашего сегодняшнего с вами разговора, на какой козе подъехать с темой гарантии безопасности, но я не могу оставить ее в стороне. Давайте поговорим. Потому что... Там много непонимания. Смотрите, мне кажется, что из этой темы сделали медийную бульбу, ну вот такую пузырь такой, надули, как вот жвачки, молодняк жует и вот надувает вот это. И сейчас там вот Зеленский говорит, там вот, там, мне так нравится вот этот новояз, вот этот, когда, смотрите, там, окей, украинский язык. Сейчас там новая омбудсмен говорит, а давайте заблокируем российскую музыку, российское все на ютубах, там везде. Не-не, все российское. Музыку, чтобы нельзя было слушать на территории Украины, вот все, что по-русски, чтобы было нельзя. Но сами-то, они же, вот этот Зеленский, например, он же, что он употребляет? Ceasefire, да елки-палки. Ну скажи там, припинення вогню, ну по-украински скажи, прекращение огня, там еще что-то. Или сейчас вот это boots on the ground, ну вот это типа сапог на земле, ну типа присутствие, то есть такой идиотизм, понимаете? Ну, в общем, то есть уже сейчас сапог на земле это гарантия. Там гарантия это вот какое-то законодательство, которое это Витков говорил, которое должна Россия принять по поводу того, что не нападет ни на Европу и нигде. Зуб даю. Ну, то есть вот такого рода. Что из себя представляют гарантии безопасности сейчас? Как вы видите эту тему? Дело не в сейчас. Смотрите, тема гарантии безопасности стала медиафигурой во многом из-за того, что вот эта встреча в Анкоридже, которая прошла, она была очень плохо объективно подготовлена, и контекст сторон очень сильно отличается. Поэтому словосочетание одно, смысл в него вкладывается абсолютно разный, и это вот тоже проблема, то, что все ищут какие-то эвфемизмы. То есть, что такое гарантия безопасности, понять никто не знает, поэтому можно вкладывать в него что угодно. Что в него вкладывает Россия? Россия в него вкладывает ту версию, которая была прописана в Стамбульских соглашениях. То есть, несколько стран-гарантов безопасности, у которых полное право вето на размещение тех или иных войск на этой территории. То есть вот это, если вы откроете текст Стамбульских соглашений, там прописано то, что Россия называет гарантами безопасности. И там эти гарантии безопасности, по сути, гарантия демилитаризации Украины. Вот это российское понимание. И вот когда Путин, Лавров, Ушаков говорят, мы не против гарантии безопасности, они это понимают в стамбульском вот этом трактовке. Поскольку перед европейцами на фоне Дональда Федоровича стала проблема, что предыдущая риторика перестала работать, надо льстить и всегда говорить, да, они тоже за это уцепились. И они теперь тоже говорят о гарантиях безопасности, а не о НАТО, но они-то вкладывают в гарантии безопасности НАТО де-факто. Как вы понимаете, две эти трактовки между собой вообще не сочетаются, но при этом, заметьте, позволяют обеим сторонам говорить о том, что мы за гарантии безопасности для Украины.
И только бедные зрители сходят с ума, потому что не понимают, если все за гарантии для безопасности для Украины, что же у нас ничего не получается. Если у нас все за мир, то что же у нас мир-то не получается, да? И вот это вот такая, к сожалению, история тут разворачивается. Разворачивается, повторюсь, она потому, что язык на данный момент все используют для того, чтобы скрывать намерения, никто не удосуживается понять, что, собственно, имеет в виду оппонент. Ну, Россия понимает, просто она стоит на своем и двигаться никуда с этой позиции не собирается. Но это будет длиться, повторюсь, очень долго. То есть, заметьте, вот эта единственная тема сисфайра все-таки у нас ушла после Анкориджа. У нас теперь все говорят о мире, но, опять-таки, один говорит о мире, российское о мире, Зеленский справедливый мир, и там еще вообще мир Трампа. Это вообще абсолютно разные миры, которые тоже там между собой не считаются, но опять-таки, заметьте, все довольны. Заметьте, какое вообще прекрасное событие произошло. Вот мы не обратили внимания после Анкориджа и Вашингтона, там же все оказались довольны. Путин довольный, Трамп довольный, европейцы довольны, Зеленский доволен. Вообще все довольны, и ничего не изменилось. Это вот на самом деле прям триумф политики постмодерна. Все довольны, но в итоге каждый, все как было, так и осталось. Это на самом деле потрясающее событие на наших глазах произошло, а вы, собственно, его даже не заметили. Нет, ну, заметили, но, знаете, это, как обычно, подтверждает правоту Павла Щерина, что это все надолго, и, в общем-то, это все просто словеса. Не, ну да, просто, если позволите, я все-таки разберу, потому что в Вашингтоне была, конечно, потрясающая история с этим Анкориджем. То есть, повторюсь, Путин с Трампом встретились на Аляске, достигли какого-то там взаимопонимания по очень маленькому ограниченному числу, буквально попробовать. Но довольны. Сама встреча произошла, довольны, вот пиар-сопровождение. Приезжают европейцы. И коллективно, исключительно, заметьте, льстя Трампу и говорят, да, по сути, полностью обнуляют все предыдущие вот эти разговоры, но на уровне языка как бы поддержку. То есть они как бы их обнулили, но на уровне языка поддержку. Но Трамп-то доволен, ему же все сказали «да». Европейцы довольны, Трампу сказали «да», он от них отстал. Он продолжает им продавать, да, проблемы с деньгами, но будут искать способы. А Зеленский тоже, они же, заметьте, натренировали предыдущий визит в овальный офис. Унижение, скандалы, неприятие, а тут он да, Дональд, ты великий, но что нам сказали, что засветило российское, скажем так, дипломатическое ведомство, Лавров на прошлой неделе, что по всем тем вопросам, о которых Путин договорился с Трампом, Зеленский сказал нет. То есть, по сути, полностью их сорвав. То есть, оказался доволен, человек добился своего в Вашингтоне. Видите, все добились своего. Просто потрясающе. Вопрос о том, почему это может и будет продолжаться. Так пока все добиваются своего такими методами, зачем нам останавливаться? Вы меня, конечно, извините, но у меня вот этот ваш, безусловно, там точный анализ, и я тоже вижу, что ничего не изменилось. Мерзко от него, если что, я согласен. И зрители видят, и зрители пишут, и я это вижу, мы в прямом эфире, в комментариях читаю неоднократно, и вы читаете, и вы знаете. Да, мерзко, но я почему-то этого дедушку Ленина вспоминаю, понимаете, и революцию 17-го года, когда измученных людей им дали вот это вот все, разброд, это шатание, вот эти договорнички, которые всех устраивают, на тот момент, да, вот этой Первой мировой и так далее. А потом приходят и говорят, вот тебе земля, вот тебе мир, вот тебе, там, в нагрузку идеология и образ, идеологический образ, там, коммунизма, который там будут строить какому-то там, социализм, грубо говоря, да, будут строить давно-давно. И люди верят, сразу бросаются эту идею, берут... Это оборачивается потом другими вехами истории, но тем не менее, и сносят вот эти элиты. Вот мне кажется, что сейчас назрела вот эта революционная ситуация, термин, кстати, Ленина, да, о том, что, простите, так уже в глаза мочиться людям нельзя. Смотрите, это же качественный показатель. Мы не знаем. Эмпирически пока не созрело. Что я могу сказать? То есть пока мы ничего не видим, поэтому оно не происходит. Если смотреть на Украину, собственно, это же единственное, весь этот план. То есть у нас есть, давайте прямо говорить, у нас есть единственное ограничение во всей этой истории, и в истории украинской идентичности, и в истории этой войны, и в истории всех вот этих планов. Но оно качественное, и знать мы его не можем. Это когда закончится украинская пехота. По той или иной причине. Либо по причине физической гибели, либо по причине просто отказа людей туда идти. Это качественный показатель. Есть некая мера, после которой это работать не сможет. По крайней мере, клонирование пока не изобрели. Да? То есть пока не научились клонировать украинцев в пробирках,
то, и причем их быстро выводить на уровень боеспособного, то это ограничение есть. И, собственно, мы вот все наблюдатели находимся вот в этом положении, знаете, как кошка Шрёдингера, да? То есть такая вот она, и то ли есть, то ли нет. А там вот квантовый скачок. Вот когда эта мера будет пройдена, тогда все эти процессы запустятся. До тех пор ничего другого остановить эту историю, в принципе, не может. Потому что, абсолютно, скажем так, нет заинтересованных в этом положении. Если же говорить о какой-то там революционной ситуации в Европе, революционной, зачем? Кому? Вот на полном серьезе, как вы это видите? Они эту, скажем так, тяжесть несут, но не настолько, чтобы, опять-таки, человек постмодерн, другой антропотип. И, во-первых, есть что все равно каждому есть что терять, это очень важный момент. Во-вторых, где вожаки? Это что же важный момент? Понимаете, революцию никогда не делает народ. Вот если про теорию революцию делает одна группа элиты против другой группы элиты. А на данный момент вот во всех внутриэлитных раскладах у них огромное количество противоречий между собой, но вот то, что мы описываем, это точно не повод для них устраивать разборки друг с другом. Подляночки друг другу делать, да, поэтому там трубопровод дружба, то есть как бы наказываем через Украину, то есть тоже поразительно. Агрессия против страны Евросоюза, поддержанная Евросоюзом, это прям потрясающая картина, да. Мир победившего постмодерна, можно все, да, это правда. Если правильная языковая, главное оформить правильную языковую игру. И вот эти упражнения языковых игр мы собственно, и наблюдаем. Значит, еще один вопрос, просто мы так пробросили это и проскочили, потому что суть была в другом, но это тоже требует внимания, это по поводу Ютуба, всех там контента, всего русскоязычного и так далее. А потом подведем итоги и к вопросам зрителей, друзья, поэтому готовьте свои вопросы, мы в прямом эфире, вот сейчас 19:29, все вживую, все как есть, поэтому спасибо большое, что лайкаете, там, пользуйтесь суперчатами, суперстикерами и так далее. Значит, потому что этот вопрос был как бы вшит, давайте его немножко выведем на свет. Вот буквально, да, значит, тут же как? Значит, Вуди Аллен, Московская международная неделя кино его принимает. Это действительно подается как прорыв. Ничего себе, Вуди Аллен в Москве, то есть на неделе кино, это действительно как бы вот лед тронулся, после Трампа и Путина, я так понимаю, это будет чаще, как когда там, да, вот западные известнейшие имена будут приезжать в Россию. И вот прям тут же, сразу, не прошло нескольких часов к вечеру, во Львове отменили показ мюзикла Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». Значит, это Национальный театр Заньковецкой у себя в Фейсбуке вот только что, буквально там полчасика назад, опубликовал о том, что ой-ой-ой, вот этот мюзикл мы отменяем. Почему? Потому что Вуди Аллен в московской, скажем так, в Московской неделе кино участвует. Слушайте, я всегда думал, а есть ли предел? Это вот, кстати, очень хороший для финала основной части нашего с вами разговора сегодняшнего вопрос. А есть ли предел вот этому кэнселингу, отрыву друг от друга? Казалось бы, понятно, попереходили на украинский язык, хорошо, улицы попереименовывали, памятники посносили. Не переходят! Так, мне кажется, маразма еще больше вот в этих, скажем, запретах. Нет, опять, это же, смотрите, это что же самое, мы с этого и начали, два уровня, да, то есть вам нужен миф о неприкасаемых. Без мифа неприкасания вообще вся украинская мечта работает. Поэтому тот, скажем так, белый человек, который прикоснулся к неприкасаемому, до тех пор, пока правильно ритуально не омоется, не очистится, в Бучу не съездить, становится тоже зашкваренным и неприкасаемым, и это вот чисто работает по логике гностической секты. Повторюсь, изучайте модели работы сектантских поведений, все будет так. Но это все не так важно. Мы одну тему не подняли сегодня, которую мне бы хотелось поднять, очень символичная и самая важная, на самом деле, итог во всей этой украинской незалежности, в своей, так сказать, борьбе на словах с коммунизмом. Украина, в принципе, воплотила все чаяния большевиков. Главные. Я о чем говорю? Полностью расхристианизация по духу украинского общества, то есть, по крайней мере, на массовом уровне. Я имею в виду три символичных события. Поп ПЦУ, пляшущий под песню «Будем резать москалей», тикток-ролик, осквернение и похищение всех мощей из Киева Печорской лавры,
о которых вы говорили, которые не вызывают никакого протеста в Да. украинском обществе, да? Я повторюсь о православных солдатах на украинском фронте, которые сейчас защищают осквернение их мощей. Ну, вот в любом смысле, величайший, единственный, по сути, величайшее освящение украинской земли. Другой как бы нет. Вот это как бы собрание представителей всех конфессий, кроме УПЦ, да, то есть очень так символично. Ну и последние события тоже связаны, если вы заметили, то, что в своей террористической активности теперь спецслужбы Украины очень активно не брезгуют применять иконы как инструмент совершения террористического акта. Вот это, мне кажется, самое символичное воплощение той цены, которая платится за незалежность, вот этого, за этот день незалежности и за вот эту всю гидность. То есть вот это та самая продажа души. Давайте прямо говорить этими вещами. Тут есть просто один простой момент. Народ, потерявший свою церковь, народ, потерявший свою связь с Богом, потеряет и землю, данную ему этим самым Богом. Поэтому здесь вот, наверное, это самый такой, я бы хотел сделать символический финал. А потом перейдем уже к вопросу. Да, символизма много. По поводу икон, это в Крыму управление ФСБ передали взрывчатку, как бы вмонтированную в икону. Да, то есть это вот новость сегодняшнего дня. Про мощик, понятное дело, все знаете, ролики понятно, то есть и это все действительно молитвенные завтраки, собрание всех конфессий. Ну, УПЦ тоже молодцы, давайте будем откровенны. Нет, это Нет, понятно. подождите, Да. я единственное, что немножко, ну, потому что я мирской человек и тоже в Ну своей да. страсти, ну, там, земной человек, я немного не понял Ануфрия, который уже без гражданства в День независимости молится за украинскую власть. И так и говорит. Но крестный ход к Почаевской лавре Почаевской. поразил сегодня, ну, как бы массовостью. Ну, Это собственно, крестный код Почаевской лавре, наверное, это единственная, если какая-то надежда и может быть, если во всем в этом мраке искать хоть какую-то надежду, то ну, в этом крестном коде. Если про поведение иерархов, ну, это вот поведение иерархов, иерархи пытаются отпетлять до последнего, будут петлять, пока, скажем так, их власть уже, ну, давайте прямо говорить, пока кровь не прольется со стороны власти, оно уже будут этим всем заниматься. Но от этой судьбы не убежать. Да? То есть, к сожалению, это долг вот этого неприятный крест начальства, крест власти, который ну, никогда не хочется нести, но вот, скажем так, жизнь заставит делать выбор. То есть, давайте прямо говорить, вот эта украинская власть не оставляет другого. В конечном итоге она не оставит никакого выбора, а положение УПЦ сейчас, да, оно действительно двойственное, оно идет, ну, вы советский человек, не знаю, следите, не следите, там, по сути, идет большой фундаментальный раскол на профеофанию, антифеофанию, есть малое число митрополитов, которые, ну, понимают полную неканоничность этого всего акта, это мы их по именам знаем, повторюсь, Арсений, Феодосий, вот была сильная проповедь митрополита Феодосия, как раз вокруг связанная с событиями, связанными с мощами, то есть действительно сильно всем рекомендую прочитать. Ну и есть основная часть иерархии, которая все пытается, ну, попытаться сохранить статус-кво хоть как-то, ну вот их, скажем так, стремления не работают, и вектор идет туда, куда он идет. Да, друзья, давайте, мы в прямом эфире, давайте перейдем к вашим вопросам, но подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса чата трансляции. Что из перечисленного вы лично готовы защищать ценой лишений и даже собственной жизни? Ну и вот такие результаты. 2% государство, 6% родной город, дом, где живешь, 8% страну, ну и 84% семью. То есть это очень показательный момент, что за семью... Давайте прокомментирую. Ну, по сути, смысл в том, что произошел полный распад любых коллективных идентичностей, выходящих за пределы самого базового родового принципа. Вот что мы де-факто имеем в виду на данный момент по вашему вопросу. То есть мы говорим о том, что все вот эти большие идентичности, казалось бы, уже вот распались. Но, опять-таки, по идее, такой вопрос должен приводить к мобилизационному обвалу на фронте. Пока не приводит. То есть пока вот эта мера не выполнена. Вот такая суть. То есть это, повторюсь, качественный показатель, а не количественный. Так, друзья, вопросов, как всегда, очень много. Все не прозвучат, но будем стараться, да, поэтому я Павлу говорю, что, ну, как бы, коротко, желательно, но не обязательно. Вот так, да, давайте так, смодерирую, попробую этот вопрос, потому что вопросы действительно интересные. Спасибо вам большое за то, что вы участвуете, да, в наших разговорах. Начнем, давайте один вопрос из клуба зрителей Шелеста. Евгений Антонов его задает. Что-нибудь в украинском культурном наследстве или наследии
вам Павел нравится? Мне прекрасно нравятся добрые, скажем так, казаки, скажем так, которые честно воевали за православную веру. То есть вот этот образ православного рыцаря, ну, опять не в том виде, в котором его нарисовала поздняя пропаганда, и далеко не во всех он воплощался, но в этом наследии он очень большой. Ну, а тем более, смотрите, я честно скажу, все лучшие проявления украинского, скажем так, вот то, что вы называете украинским наследством, я не отделяю от большого, скажем так, цивилизационного, традиционного наследства. То есть, опять-таки, украинские святые. То есть те украинские святые, которые прославлены в нашей церкви, они, разумеется, вот, можно сказать, это то наследство, которое, ну, которое с нами, со мной, которое не отрицать. Если же вы имеете в виду под украинством в том виде, в котором мы обсуждали сегодня, позитивные качества, то, к сожалению, назвать их я действительно не могу. Как и у любого гностического, скажем так, элемента. Да, ну тут вообще как бы понятие украинец, да? В те века. Ну, в общем, да. Не было его, в общем, как такового. Сообщество YouTube. Давайте несколько вопросов отсюда. Александр, добрый вечер. Павел, здравствуйте. Вопрос к вам. Назовите топ-3 книги, которые вы считаете обязательными прочитать. Я просто очень люблю читать. Заранее спасибо. Евангелие, если не читали, потом Пятикнижие. То есть Новый Завет, Ветхий Завет, если не читали. А если, скажем так, сверху, опять я избаваюсь. Ну, Пушкина перечитайте, на самом деле. Если вы спрашиваете на русском языке, то Пушкина перечитайте. Влада Федосеева. На некоторых фото виден флаг синий вверху, красный снизу. Цвет. Надпись белыми буквами. Скажите, ваше мнение по поводу этой трактовки флага? Спасибо. Я не понял вопроса, если честно. Ну, я так понимаю, может, вы мне переведете? Смотрите, есть разные трактовки флага. Вот украинский флаг там жовто-блакитный, да, блакитно-жовтый. И вот это переворачивают, тоже есть там. Я так понимаю, речь о российском флаге, что флаг синий вверху, красный снизу, цвет и надпись белыми буквами. Вот что это за флаги, как вы относитесь вообще к этой геральдике? Честно, боюсь, не понимаю, честно, о чем идет речь, поэтому мне боюсь комментировать. Но вкратце, геральдика имеет значение, флаги имеют значение, надо разбираться в каждом конкретном случае, что они обозначают. Формат сообщества YouTube не позволяет приложить фото, что вы имеете в виду, и мне, соответсенно, вывести на экран. Ну, вот как-то так. Вопрос. Вы недавно говорили от Саши, пользователя, если про элиты. Если отвернулись от небес, подразумевая веру в Бога, то неизбежно придете на остров Эпштейна. Цитата ваша. Как в данную концепцию укладываются коммунистические элиты, ни на какой остров или Гомору не приходящие? Изучайте историю. Просто изучайте. Про разные коммунистические развлечения и, скажем так, особенности жизни партийных верхушек в разных странах. Давайте я так скажу. Изучайте ее, пожалуйста. Прохор, здравствуйте. Правильно я понимаю, что хата с краю приводит к руине, и наоборот, руина в итоге побуждает коллективную пассионарность и происходит переход в следующую фазу развития общества Украины? Я бы сказал, вот здесь интереснее. Хата с края не обязательно. Вот в отношениях хата с края и руины на самом деле связанные, но не причинные. Причина к руине приводит «я не лох» во всех смыслах этого слова. И «ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи». Вот это приводит к руине. А хатоскрайничество – это, если угодно, антропологическая модель, навык выживания в руине. Вот надо понимать, хатоскрайничество – это то, что позволяет выживать в руине. Вот это единственный способ, который, скажем так, позволяет эту руину человеку пережить. Но потом в мирное время он имеет побочный эффект, что он действительно, делает очень, скажем так, неценным восприятие все вот эти коллективные институты. То есть они воспринимаются как само собой, оно просто есть, а не как чудо. Вот это, скажем так, недоверие к работе на общее благо и приоритет к работе на самого себя. То есть такая получается цепочка зависимости. Руины учат тебя, что единственное, чему можно доверять, это своей хате и своей семье,
Это единственный способ выжить, потому что все те, кто пытался доверять чему-то большему, не выжили, да, то есть она тебя вот этому научила. Но потом, когда руины заканчиваются, уже хата скромничества гарантирует постепенно формирование критической массы этики «я не лох», которая приводит к новой руине. И вот по этому кругу происходит движение. Вопрос, конечно, узкий об украинской политике, но считаю важным его задать. Задает пользователь. Значит, здравствуйте, Павел. Каждый раз, когда начинают говорить о мире в Украине, сразу начинают говорить про выборы. Россия устами Лаврова говорит, что готова подписать договор, но подпись по договорам должна быть от юридически легитимного политика. А Зелю признает только как главаря режима. Зеля говорит, что проведение выборов в войну невозможно, а делать остановку в боевых действиях не хочет уже Россия. Также в глазах России легитимным является Стефанчук. Значит, подпись его устроит. Тогда, но тогда как же эта подпись... Есть вопросы уже. Да, то есть это подпись под скажем. нелегитимностью самого Зеленского. Какой выход из ситуации, учитывая, что, как говорят разные Нет никакого аналитики, выхода. в общем, это конец политической жизни Зеленского. Нет, ну, с точки зрения Зеленского нет никакого выхода, поэтому, разумеется, для Владимира Зеленского пребывание на посту президента и пребывание живым – это тождественные понятия, и он не собирается, знаете ли, отказываться ни от того, ни от другого. Если говорить серьезно, то есть мы можем объяснить, как это видит Россия. То есть Россия видит примерно так, что вот ее условия от июня 2024 года подписываются де-факто главой, ну, то есть глава делегации. Есть такой юридический термин «глава делегации». Глава делегации может подписать документ. Это не является полностью легитимным документом, но это документ, кстати сказать, часто подписывающий нечто перемирие, да? Ну, допустим, Компьенское перемирие, ну или пресловутую Кейтель подписывал, повторюсь, Кейтель, простите, вообще представитель, то есть глава делегации. А уже потом, после проведения конституционной реформы, новых выборов и прочих, по сути, уже новое государство подписывает новые договоры, вообще создается новая правовая структура. Вот так это видит Россия. Понимаете, насколько это маловероятно, но такая позиция, именно Россия, понимая ее маловероятность, позволяет России одновременно выступать за мир и реализовывать свою стратегическую задачу обеспечения безопасности западного фронтира. Это так, российская, это небольшие юридические вот эти, скажем так, тонкости. Ну а с украинской стороны вот этот подвешенный статус, скажем так, там же, повторюсь, проблема-то не в Зеленском, сейчас в другом смысле в Украине нет ни одного легитимного органа власти, точнее, легального органа власти, это никого не волнует. Но заметьте, поскольку главный источник власти внешний, то пока признают партнеры, это в принципе ну. Единственная угроза этой системы встанет, если уже европейские партнеры поднимут этот вопрос. Но европейские партнеры тоже этот вопрос поднимать не будут, потому что тогда вопрос возникает к ним. Это только у вас сейчас прозрение это наступило, да? И вот поэтому история продолжается. Значит, Иван задает вопрос. Какая Украина в конечном итоге победит Россию? 5-е сутки горит подожженный украинскими беспилотниками Новошахтинский НПЗ. НПЗ принадлежит Медведчуку. Конечно, через подставных лиц. В России не принято говорить о принадлежащих Медведчуку СМИ, но публикации авторов из другой Украины постоянно мелькают на федеральных медиаресурсах. Складывается впечатление, что Украина воюет сама с собой. Так ли это? Ну нет, это скорее всего Россия воюет сама с собой. Правильный вопрос. То есть, Россия действительно воюет с Украиной, но прежде всего с Украиной в себе. Да? Ну, с Украиной, понимаемой как вот набор определенных политических принципов. Да? У нас был эфир на эту тему. Поэтому да, это вот эта внутренняя и внешняя динамика, она тут полностью соответствует. А если у вас конкретный вопрос шанса на победу военную государство Украины, то это аналитике не поддается. Это фактор чуда. Ну, то, конечно, в теории можно предположить, что завтра прилетает метеорит из космоса, там, я не знаю, и там, не знаю, извергается какой-нибудь вулкан, да, супер, вот что-то вот это из этих областей. Ну, в общем, фиолетовый сценарий. Если не брать сценарий фиолетовых лучей, то... Так, значит... Ну, это вот прям... Для ценителей. Добрый вечер, Павел Александр. Вопрос, который заинтересовал меня буквально вчера. А тут так удачно выходит ваше интервью. Есть ли начало у бесконечности? Спасибо. Ну, хороший вопрос. Давайте кратко. Если вас серьезно интересует этот вопрос, читайте Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника, но вкратце вечность больше, чем бесконечность. Вот так. Ух,
Какой вопрос, такой ответ, друзья. Спасибо за то, что, ну, все-таки задаете такие философские вопросы. Это так очень серьезно. Хоть иногда. Вот нет, это правда как-то интересно мотивирует, да? Значит, давайте вот такой вопрос. Ольга. Здравствуйте, уважаемый Павел. Возможно ли взаимное прощение между украинским и российским народами? Как вы себе представляете этот процесс, если такое вообще возможно? В общей чаше на литургии. Ставим нам грехи наши, якоже и мы ставим нам долги наши, якоже и мы оставляем должников наших. Значит, поехали. Чат трансляции, подключим и вас. Вопрос, опять-таки, не обижайтесь, друзья. Все невозможно поместить в один эфир, но тем не менее, да, скажем так, некоторые давайте пускай прозвучат. Вопрос Павлу от Наташи. В Библии написано, что человеческий род продолжается по отцу. Кто придумал, что евреи по матери? Ни один еврей не может не ответить на этот вопрос. И я не отвечу. Я не знаю. Он что не знает, того когда придет. Нет, ну серьезно. Ну, Не, я понял, ну не знаю, ну честно говоря, не знаю. Я что-то не задавался этим вопросом. Жизель, короткий вопрос. Павел, кого вы считаете реальным союзником США? ЕС не предлагать. Спасибо. Я считаю, что у США, как у любого стратегического субъекта, союзников нет. То есть, повторюсь, союзников, на мой взгляд, не существует. Есть инструменты, есть враги, есть люди, у которых есть враг твоего врага. Но враг твоего врага не твой союзник. Не стоит путать эти понятия. Вопрос, ну, кстати, интересный, да. А возможно ли, что Арестович станет президентом Украины? В Украине все возможно. Да? Если это пространство... Вас же интересует, наверное, в этом вопросе что-то опять-таки, что такое Украина, в каких границах, это справедливый мир для чего. Ну, тут опять весь этот контекст. То есть, кроме того, давайте прямо говорить, тут вообще еще интереснее. Недавно было событие, давайте немножко развлекусь. У нас же тонет государство в Тихом океане, не знаю, в Индийском, по-моему, Мали, по-моему, называется, в общем. И там речь идет о том, чтобы перед тем, как оно тонет полностью, создать его виртуальную копию и сохранить реальные там действующие президенты, институты власти, чтобы вот после смерти этого государства оно продолжилось именно как международно признанный правовой субъект в виртуальном пространстве. Вот, мне кажется, это очень творческая идея. И такими темпами скоро каждый сможет стать президентом. Вот можно создать сколько угодно виртуальных Украин, в которых каждый сможет стать президентом, было бы на то же. Поэтому... Ну, интересно, кстати, да. Это вот... Ну, это прям, да, это прям круто. Представляете? То есть виртуальное государство. Без земли, получается, без людей, ну, без территории своей, без то... И самое интересное, что оно будет. И как тогда вообще будет выглядеть вот эта война Украины, да, и России сейчас. Это прям очень интересно, да, вот здесь пишут люди. Браво, Мария пишет, что мы скучали, поддерживают, спасибо большое, очень рады нашей встрече. Величайшее спасибо за беседу с Павлом Щучьей щечки. Спасибо огромное. Значит, давайте вот философским вопросом завершим вот таким. Павел Щелин, а вы верите в реинкарнацию? В реинкарнацию я не верю, я православный человек. Другое дело то, что я верю в тот этот эффект, который люди называют реинкарнацией, связан с тем, то, что есть духи, да, и они, условно говоря, имеют опыт, скажем так, искушения разных людей во времени. И вот то, что люди называют прошлые воспоминания, это скорее не ваши воспоминания, а воспоминания того духа, который что-то там в прошлом делал с другими людьми. Это такая более православная трактовка. Отсюда такое непонимание. Но в рамках православной традиции, вот то, что буддисты называют реинкарнацией, не существует. Но это вопрос о вере. Это хорошо, что вы спросили про веру, потому что это точно не вопрос о знании. Да? То есть эта категория не философская была, а чисто теологическая. Здесь в каком смысле догматы веры идут. Ну и точку давайте поставим, серьезным завершим вопросом. Вот таким. Павел, по вашему личному мнению, есть ли шанс, что в ближайшем будущем каким-нибудь образом перерубить влияние глобалистов на большой
вец в принятии решений. Как вы думаете, без их влияния мир изменился бы? Денчик спрашивает. Ну, мир, конечно, изменился бы, но смотрите, главное, чем происходит, скажем так, власть глобалистов, она смысловая. Да? Потому что язык, на котором говорит элита, вся мировая, он язык глобалистический, начиная с Иммануила Канта, вот, который придумал там трактат о вечном мире, вывод войн за пределы международного права, поэтому войн нет, у нас как бы войны нет, а операции у всех есть, и все за мир. Поэтому как бы, мы все за мир, просто ничего не остается от этого, скажем так, движения за мир. Лжи стало много. И единственный способ это влияние, соответственно, ограничить, это говорить на другом языке, на неглобалистическом языке, понимать этот неглобалистический язык, открывать в каком-то смысле, потому что для этого надо проводить очень много работы, мы его забыли, нам это непривычно, мы это не умеем. Но пока вы не обретете смысловой свободы, то, разумеется, не все остальные свободы, которые из нее вытекают, тоже не последуют. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Павел, я очень благодарен вам, что вы нашли время и поделились своими мыслями. Всегда рад, Александр. Друзья, спасибо большое, что подписываетесь. Продолжайте это делать. Каналы Павла на Patreon, в Telegram, на YouTube в описании к этому видео. Поставьте лайк, пожалуйста, этому прямому эфиру. Мы были вживьем, так как есть, все как есть. И очень благодарны за то, что вот почти 24 тысячи нас было онлайн в это время. Если каждый второй поставит лайк, это серьезно продвинет нашу беседу и те темы, которые интересуют прежде всего вас. Я всем традиционно желаю добра и света, и увидимся обязательно.